Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Серенгети не прощает слабости. Это земля, где само время кажется расплавленным, застывшим в мареве над рыжими травами. Здесь горизонт не просто линия, а граница между бытием и небытием. Для Александра, старшего рейнджера сектора «Зебра», это пространство давно перестало быть экзотическим фоном из документальных фильмов. Это был его дом, его алтарь и его поле боя. Александр был человеком сухим и жилистым, как ветви акации. 10 лет в саванне оставили на его лице глубокие морщины русла, а в глазах — отражение бесконечного неба. Он знал, что природа — это великий механизм, где смерть одного дает жизнь другому. Но он также знал, что человек — единственный элемент, способный сломать этот механизм ради наживы. То утро началось, как сотни других. Старый Land Rover, пропахший пылью и дизелем, мерно подпрыгивал на ухабах. Воздух еще хранил ночную прохладу, но солнце уже готовилось нанести свой первый огненный удар. Александр сканировал местность в бинокль. Стадо гну на горизонте, семейство бородавочников, суетливо перебегающее дорогу. Все казалось обычным, пока он не заметил воронов. Птицы кружили над густыми зарослями кустарника кошачий коготь. Их крики были предвестниками финала. «Опять», — глухо проговорил Александр, сворачивая с тропы. В груди привычно кольнуло ожидание худшего, разделанной туши слона или льва, попавшего в петлю. Он заглушил мотор в 50 метрах. Тишина саванны, обычно наполненная шелестом трав, в этот раз показалась ему зловещей. Александр вышел из машины, поправив карабин на плече. Подойдя к кустам, он замер. Это не была куча костей. В пыли лежала зебра. Но она не была похожа на тех бодрых полосатых скакунов, что сотнями топчут пыль Серенгети. Это был призрак. Кожа, обтягивающая острые ребра, казалась пергаментом. Полосы, когда-то четкие и контрастные, потускнели под слоем грязи и запекшейся крови. Александр присел на корточки. Он ожидал, что животное вскинется в последнем испуге, но зебра лишь едва заметно повела ухом. Ее глаз, огромный, черный, затянутый пеленой страдания, медленно открылся и закрылся. Она не боялась его. У нее просто не осталось сил на страх. «Что же с тобой сталось, девочка?» — прошептал рейнджер. Он увидел причину. Тело животного было буквально облеплено клещами, раздувшимися от крови до размеров фасоли. Они гроздьями висели в мягких складках кожи. Но худшее ждало с другой стороны. На правом боку зияла глубокая рана. От нее исходил тяжелый, сладковатый запах разложения. В глубине воспаленной плоти копошилась белая масса. Тысячи личинок мух поедали зебру заживо. Александр почувствовал, как к горлу подкатил ком. Это не была естественная смерть от когтей хищника, быстрая и честная. Это была медленная агония. И ее причиной был не голод. Через полчаса тишину разорвал гул вертолета и рев грузовика ветеринарной службы. Доктор Салим, опытный врач, работавший в парке десятилетия, хмуро осматривал пациентку, пока санитары готовили носилки. «Состояние критическое, Алекс». Салим покачал головой, вводя дозу транквилизатора, чтобы облегчить страдания животного при транспортировке. «Сепсис. Крайнее истощение. Паразиты — это уже следствие. Она не могла двигаться, и они ее облепили. Когда зебру доставили в операционный блок реабилитационного центра, правда открылась во всей своей безобразности. Рентген показал инородный предмет. «Взгляни сюда», — Салим указал пинцетом на темное пятно на снимке. 9 миллиметров. Браконьерская пуля.
застряла в мышце, не задев кость, но вызвав тяжелейшее нагноение. Операция длилась 3 часа. Александр стоял у окна, не уходя, хотя его смена давно закончилась. Он смотрел, как врачи слой за слоем очищают рану, извлекают личинок, промывают ткани антисептиками. Когда пуля со звоном упала в металлический лоток, рейнджер сжал кулаки. Один выстрел ради забавы или куска мяса превратил жизнь в ад. Вечером зебру перевели в закрытый вольер. Она лежала на чистой соломе, подключенная к капельнице. «Шансы 50/50», — честно сказал Салим, вытирая пот со лба. «Теперь все зависит от ее воли». Первую неделю зебра, которую Александр про себя назвал Надеждой, почти не двигалась. Она отказывалась от сена, лишь изредка пила воду, когда рейнджер аккуратно смачивал ей губы. Александр приходил к ней каждое утро перед патрулем и каждый вечер после. Он садился в углу вольера, подальше от нее, чтобы не пугать, и просто читал вслух отчеты или рассказывал новости из саванны. Его низкий, спокойный голос стал для животного звуковым фоном безопасности. На 10-й день произошло маленькое чудо. Когда Александр вошел с охапкой свежей, сочной травы, Надежда впервые подняла голову самостоятельно. Ее уши развернулись в сторону человека. Она издала тихий, едва слышный звук, похожий на вздох. «Да, это я», — тихо сказал Александр. «Ешь, тебе нужно бегать. Тебя ждут твои степи». Месяц спустя рана затянулась, оставив неровный, лишенный шерсти шрам. Клещей вывели, кожа очистилась, а под ней снова начали перекатываться тугие мышцы. Зебра начала узнавать Александра. Когда он подходил к ограде, она не убегала, а напротив приближалась, позволяя ему, невиданное дело для дикого животного, коснуться своей морды. Ее нос был мягким и теплым, а дыхание пахло сухой травой и жизнью. Это была странная связь. Рейнджер понимал, что она — дикий зверь, и эта привязанность временна. Но в те минуты, когда он смотрел в ее восстановившиеся ясные глаза, он чувствовал, что делает нечто большее, чем просто работу. Он искупал вину своего вида перед ее миром. 3 месяца пролетели как один день. Надежда превратилась в великолепную кобылицу. Ее полосы горели на солнце, как свежая краска, а копыта нетерпеливо рыли землю вольера. Наступил день прощания. Грузовик вывез клетку в ту самую точку, где ее нашли. Александр сам вызвался открыть засов. Он чувствовал странную грусть, смешанную с торжеством. «Ну, давай», — прошептал он, дергая рычаг. Задняя стенка откинулась. Тишина. Надежда не выскочила пулей, как ожидали многие. Она медленно, почти торжественно вышла на землю Серенгети. Ветер ударил ей в ноздри, принося запахи пыли, вольной воды и далекого стада. Она сделала несколько шагов, пробуя почву. А потом она остановилась. Зебра развернулась всем телом к Александру, стоявшему у машины. Весь мир словно замер. Птицы смолкли, ветер улегся. Она смотрела на него долгих 10 секунд. В этом взгляде не было инстинкта бегства. Это был осознанный, глубокий взгляд существа, которое знало, что за порогом тьмы его встретила рука друга. Она коротко кивнула головой и, сорвавшись с места, умчалась в сторону горизонта, превращаясь в мерцающее полосатое пятно. Прошло 3 года. Серенгети пережила 2 засухи и 3 сезона дождей. Александр стал начальником сектора, но по-прежнему предпочитал патрулировать территорию сам. Однажды, когда солнце клонилось к закату, окрашивая облака в пурпур, он заметил группу зебр у водопоя под огромной акацией. Это было большое, здоровое стадо. Александр притормозил и взял бинокль. Его взгляд замер на одной из самок.
Она была крупнее остальных, с гордой осанкой. Когда она повернулась боком к заходящему солнцу, лучи осветили характерную отметину — рваный шрам в форме молнии на правом боку, там, где когда-то была рана. Рядом с ней, путаясь в длинных ногах, прыгали двое жеребят. Они были маленькими копиями своей матери, полными жизни и дерзости. Самка вдруг оторвалась от воды. Она повернула голову в сторону рейнджера. Александр затаил дыхание. На мгновение ему показалось, что расстояние в сотни метров исчезло. Он снова почувствовал запах той пыльной соломы в вольере и тепло ее дыхания. Зебра не испугалась шума мотора. Она посмотрела на него спокойно и уверенно. Секундный контакт, короткий, как вспышка молнии, подтвердил: жизнь продолжается. Затем она издала призывный клич и повела своих детей за собой, вглубь бесконечной золотой равнины. Александр опустил бинокль и улыбнулся. Саванна была в порядке. И он знал, что ради этого мгновения стоило пройти через любой ад.